Всем привет, вы на канале Default Gamer, и сегодня мы разберем айсберг по Epic Battle Fantasy. Epic Battle Fantasy — это серия игр в жанре пошаговая стратегия, которая пародирует Final Fantasy. У игры на данный момент существует 5 частей, 4 из которых я успел обозреть на своем канале. Так что, если хотите познакомиться с этой великолепной без привлечения вселенной, сперва попрошу зайти на эти ролики. Спасибо. Я прекрасно понимаю, что этот ролик не наберет много просмотров, и именно поэтому, друзья, я очень прошу вас нажать на кнопку лайка, потому что это продвинет ролик хоть сколько-то, и мой канал не захлебнется в неудаче одного ролика в плане просмотров. Никогда вас не просил, сейчас прошу впервые, пожалуйста, спасибо большое. Айсберг нашел в интернетах, как и геймплей. Авторы озвучки немного поменялись из-за личных обстоятельств, но замена актеров случается в профессиональной озвучке. Это издержка жанра. А ребята замечательно постарались, и это еще одна причина дать лайк. Ладно, достаточно я попросил лайков, переходим к видео. Первый уровень. Ниоткуда не возьмись. Наши герои отважно сражались с богокотами, как внезапно одного из них телепортировало в неизвестное место, полное фиолетового пространства и невидимого пола. Произошло это в мгновение ока, и герой не успел ничего сделать. Героя зовут Мэтт. Он герой и... ладно. Раз вы сюда нажали, то вы, должно быть, знаете. Получай, тупое животное! Где-то я? А главное, почему это место выглядит так знакомо? Очень странно. Только что избивал котов-богов, а сейчас в пустоте. Причем очень уродливо. Ладно, дерьмо случается. Но что же делать? Логично, что если меня телепортировало, то мы живем в Матрице. И надо просто принять таблетки, как в том фильме. А ну-ка! Всем привет, вы на канале Default Gamer, и сегодня мы поговорим о лучшем. Мэтт Розак. Мэтт Розак — это бессменный канадский разработчик игр по франшизе Epic Battle Fantasy. Начинал он с мультиков на флеше очень любопытного качества, большая часть которых утеряна. Но вот то, что осталось, вызывает большие вопросы. А хотя это было на Newgrounds, в начале нулевых, а там было всякое. Так что ладно, так уж и быть, прощаю. Первая его игра была переодевалкой брутального робота, которая выгодно выделялась своей мускулинностью на фоне переодевалок всяких Барби и даже путешественниц, которые были очень популярны, что пугает. Тем не менее, на этом он не остановился и выпустил Бравл Рояль, где присутствовали герои будущих игр в большом количестве, а сама игра была игрой на реакцию. Если нажал вовремя на кнопку, ты выиграл. Потом вышла игра с геноцидом котов, а дальше игра с их обслуживанием. У чувака определенно отношение с котами весьма напряженное. Это еще проявится. Дальше начали штамповаться игры по франшизе, ради которой мы здесь собрались. Вместе со спин-оффами, а именно парой буллет-хеллов и платформеров. На данный момент он работает над игрой, где надо находить котов на красочных картах по типу Hidden of Time, которая пока завершена на 64% и обещает быть на 20 плюс часов геймплея. Ждем? А, и еще он известный тролль. Я нашел официально слитое видео с пруфами. Ха-ха-ха-ха, I just trolling you. Спин-офф Bullet Hell. Как я упоминал ранее, помимо бесконечных RPG есть еще спин-оффы, а именно Adventure Story и Bullet Heaven. О них я рассказывал в своем старом видео. Так вот, Bullet Heaven — это единственная игра Мэтта за все время, которая удосужилась спин-оффа, помимо основной франшизы. А еще там было много спойлеров на 4-ю часть, потому что она вышла на порядок раньше. Купа 707. Старый ник Мэтта, от которого он оставил приставку Купа, и пользуется ей по сей день. Например, его официальный сайт называется kupagames.ru, в смысле .com. Полный же ник можно найти только в Конгергейте, старом сайте по флеш-играм, а также на Iron Games, который по сути то же самое, но от других людей. Mad Hidden Cats. Будущая игра Мэтта и его команда про поиск котиков на мониторе вашего компьютера. На данный момент идет активная промо-акция на его YouTube-канале, где персонажи из его игр завозят контента с переменным успехом. Игра готовится уже несколько лет и с большой надеждой должна выйти к концу этого года. Ронжа. Ронжа, или Ронья, это один очень активный художник в комьюнити, который рисовала огромное количество артов и даже засветилась в 5-й части среди разработчиков как артмейкер. Значимая шишка в комьюнити, скажу я вам. Фирна. Фирна — это основной композитор по всем играм Мэтта. У нее есть свой YouTube канал, странички на музыкальных сервисах и даже Twitch в качестве витюбера.
После долгой творческой карьеры она брала перерыв на 2 года, с 2022 по 2024. Однако внезапно камбэкнула с новым псевдонимом Зидзинсу, с которым она все так же выпускает электронную музыку и еще больше занимается витюбингом. Конкурс. Однажды Мэтт объявил о конкурсе на лучший рисунок, и откуда ни возьмись появилась куча народу, которые хотят забрать у него эти 60 фунтов стерлингов, которые на рубли около 75 квинтиллионов. Не понимаю этих людей. Вот топ-3 победителя. Фан-арт в игре. Из-за этого факта вытекает то, что почти во всех играх есть фан-арты. Обычно они спрятаны в настройках, но вот в 5-й части есть огромный музей, где собрано очень много фан-артов. И что самое прикольное, они открываются при открытии ачивок. В смысле, там есть комнаты с картинами, вход в которые открыт только при получении энного количества ачивок. По-моему, помимо Epic Battle Fantasy я такой механики нигде не видел. Мэтт основан на Мэтте Росаке. Это правда, Мэтт сам подтверждал, что протеже главного героя это сам маэстро. Правда, гипертрофированный для комичности. В какой-то момент он настолько вырос как персонаж, что перестал походить на его автора, после чего автор заявил, что убил бы его. Но он очень занят, поэтому в другой раз. Копирайт в старых играх. В первых частях особо не думали об авторских правах и всяких таких мелочах, поэтому там спокойно можно было найти покемонов, супер саянов и других аниме-персонажей. На тот момент игры не были никому нужны, а интернет был слабо подвластен цензуре. Отсюда такие решения. Потом времена поменялись, и им пришлось оцензурить старое название. Обидно, но справедливо. Бога-кошка. Бога-коты — это божества из вселенной 4-й части, которые хотят уничтожить человечество, которое поработило котов. Но из-за 3 стихийных камней они не могут этого сделать. По сюжету разумные коты украли все камни и сумели призвать древних богов. Но в последнейший момент пришли герои и всех победили. Ну как победили? Бога-котам просто стало скучно, и они улетели к другим звездам вместе с их служителями, объяснив это тем, что герои очень сильные и мир в надежных руках. Что произошло с ними дальше, неизвестно. Мультиатака. У каждого персонажа есть так называемая ульта. Ультануть можно, когда красная линия заполняется до предела, а это происходит, когда герои получают урон. По мере игр появляются новые суператаки, но вот самые классические это 7-е небо и волна ударов. Название первого говорит само за себя, а второе это ярая демонстрация того, что похоть это здорово. Темные злые персонажи. В 4-й и 5-й части есть необязательные боссы в самом конце усложненного мира. В 4-й части это темные герои, а в 5-м это злые. В 4-й части это просто максимизированные герои по отдельности. В целом, просто наши же герои с нашими навыками против нас. У них нету намеков на личность, и все опирается в гэг с доп-контентом для людей, купивших игру в Стиме. В 5-й же части все поинтереснее. Помимо того, что их можно захватить в свою команду, в каждом бое есть свое игровое правило. Мэтт это каменный голем, который постоянно ест и невероятно целеустремлен. Во время боя с ним нельзя использовать ульту, и вы проиграете, если не выиграете за 15 ходов. Натали это суккуб Рауфак с глупыми нравоучениями. Во время битвы с ней мы не можем хилиться магией, и наше сопротивление к огню и святости падает на 100%. Ланс это Адольф Гид. Ланс это робот, у которого, как и у любого робота, нет эмоций. Во время битвы с ним нельзя призывать подмогу ни в каком виде. Анна это инкуб, которая ненавидит животных и обожает опыты над ними. Во время битвы с ней наши персонажи не могут получить бафы, только дебафы. Безлап появился только в 5-й части в качестве игрового персонажа, поэтому у него нету темной версии, есть только злая. И как ни странно, он совсем не злой, он желтый, пушистый, и он как бы бог. Во время битвы с ним у всех игроков есть бафы на все статы, на 100%, каждый ход. Зато босс сам по себе самый сильный. Анна ребенок. Нету точной информации, сколько лет Анне, но на прямой вопрос от Ланса она отвечает, что она мультяшка, следовательно, ей столько же лет, сколько все хотят. Несмотря на это, Ланс называет ее ребенком, и судя по тому, что она живет с родителями, это либо правда, либо она чуть старше 18. Переработка. Переработка это скрытый навык в 5-й части. Он буквально меняет все положительные бафы на отрицательные и наоборот, что неимоверно сильно, особенно учитывая, что переработку можно использовать как на самого себя, так и на врагов. Единственный способ вызвать этот навык это призвать глаза бота, неважно какого цвета, эффект будет один и тот же. Тяжелое детство Ланса. Мы мало знаем о бэкграунде Ланса, однако тут и там можно собрать мелкие отрывки его прошлого.
В Bullet Hell 2 он заявляет, что потерял отца. А в 4 части при получении незначительного урона он скажет, что его отец бил его слабее. Однако бил. Осуждаю отца Ланса, осуждаю Ланса, осуждаю возлюбленную Ланса за откровенный наряд, осуждаю Мэтта за борьбу с Лансом, осуждаю место службы Ланса, одобряю всех, кто подписались на канал и поставили лайк, вот вы хорошие, остальных осуждаю. Родители Анны. У родителей Анны очень мало экранного времени, но даже за такое короткое время они успевают опозорить свою дочь. Мама особо ничего не говорит, только то, что приглашает нас на завтрак, чтобы она берегла себя и бла-бла-бла. А вот батя спрашивает, кто из команды ее парень, называя Мэтта бомжом, а Ланса скулшутером. Ну, это недалеко от правды. Правда, помимо этого, мы о них ничего не знаем. Варп-зона. Игровая условность, а именно шорткаты. Во всех играх, где есть открытый мир, в середине большой локации, как правило, будет находиться кристалл либо слайм-код, нажав на которого мы попадем в варп-зону, из которой сможем попасть к любой другой точке телепорта. По праздникам там встречаются кастомные NPC, а в 4 части там есть проход в параллельный мир с марафонами всех мобов и усложненными боссами. Раздача ключей. Помимо конкурсов на творчество, создатель игр также устраивал розыгрыши с раздачей ключей в Стиме. Самое крупное происходило пару месяцев назад, для участия в которой надо было подписаться на Newgrounds разработчика, после чего 10% от всех подписчиков прислали ключ к 5 части. Увы, акция закончилась, но согласитесь, это очень щедро. Tough Love. Tough Love, ака жесточайшая любовь, это один из известнейших модов на Epic Battle Fantasy 5, который на данный момент находится на стадии разработки и обещает быть гигамасштабным. Что-то вроде Calamity на Terraria. Пока что доступна альфа-версия, но я робкого десятка и не смог в нее поиграть. Если у вас вышло, поделитесь в комментариях и скажите, как оно и стоит ли оно вообще тех часов, которые я убью, чтобы попытаться в нее поиграть. Интервью. Очевидно, что за 10 лет деятельности у Мэтта накопилось достаточно интервью, где появилось много доп. Инфы, которая будет в этом айсберге. У меня только один вопрос по поводу этого пункта. Почему Мэтт звучит так, словно он в депрессии последние 5 лет? А, точно, флэш же закрыли. Упс, ну блин, сочувствую. Листочек. Листочек — это ютубер, который фанатеет по игре и снимает по ней последние 5 лет. Помимо Epic Battle Fantasy, он фанатеет по Террарии и даже сделал мод по Epic Battle Fantasy. У меня есть один друг, который очень хочет, чтобы я поиграл с ним в Террарию. Так вот, даже если там будет этот мод, я туда не пойду. Поэтому не ждите айсберг по Террарии в ближайшие лет 5. А ты, Саня, найди другого тиммейта. Gold Guard YouTube. Ну пошло-поехало. Gold Guard YouTube — это человек, который написал порядка 10 фанфиков по персонажам из Epic Battle Fantasy. Если верить рейтингу, то они предназначены для аудитории старше 13, что сглаживает углы. Но, тем не менее, факт его существования озадачивает. Хотя, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что это безобидно и даже хорошо, потому что популяризирует игру. Увы, мне не хватило английского, чтобы его прочитать, а на сайте, где он пишется, нельзя копировать текст. Ну вот, я прошел все 5 этапов принятия. Гребаные фанфики. Фанарты поощряются. Испокон веков Мэтт не игнорирует арты фанатов, а очень бережно размещает у себя на сайте, ничего при этом не удаляя. Там вы сможете найти все арты, начиная с 2013 года. Некоторым даже удалось попасть в официальные игры, чего я не встречал в других игровых франшизах. Музыкальные ремиксы. Несмотря на малую известность, на просторах интернетов несложно наткнуться на ремиксы эфирных к играм серии. Некоторые из них могут соревноваться с оригиналом в плане цифр, что весьма впечатляет. Конечно же, большую часть из них стоит искать на SoundCloud, где-то между Amory Drip'ом и музыки из Папулуи. Официальный мобильный порт. На протяжении нескольких мучительных лет игры из серии EBF были портированы на телефоны. Сначала на айфоны, а сейчас уже на андроиды. В обоих случаях игры были приняты очень хорошо, что радует. В магазинах все игры бесплатны, но Мэтт не Дед Мороз, а Мойша, поэтому весь доп-контент надо докупать отдельно. Ha. I don't trolling you, I just greedy. Ханна Понг. Ханна — это художник, которого в свое время нарисовало невероятно много артов с Анной, Натали, Мэттом, Лансом и, конечно же, Безлапом. Помимо обычных рисунков, она нарисовала много пар ремиксы вокала. В игре существует одна единственная песня, которая происходит в конце игры. Ее исполняет некая Трой Сникс, и она повествует о возвращении домой после всех приключений. Я нашел еще один вокал поверх музыки Фирны, а именно поверх Underwater Гурото из Bullet Heaven, который был спет все той же Трой Сникс, французской группой, но на этот раз на французском языке.
Вторая же песня повествует нам... Впрочем, прочтите лучше сами перевод, я плохо декодю стихи, я же не РЗТ в конце концов. Вдохновение Final Fantasy. Только слепой не увидит, глухой не услышит, а немой не скажет, что Epic Battle Fantasy вдохновлена серией игр Final Fantasy. Боевка почти один в один, многие ее аспекты взяты под копирку. Да боже мой, даже в названии игры присутствует отсылка, так как по изначальной задумке игра должна была быть не самостоятельной, а фанатской поделкой, высмеивающей оригинал. Но Мэтт на одной шутке не остановился и решил создать целую вселенную. Примерно по такому же принципу я веду YouTube уже почти 2 года. Ачивки. Айсберг хочет, чтобы я перечислил все? Ладно. Впрочем, логичнее рассказать о всех вырезанных и покончить с этим. В файлах третьей части есть ачивка с иконкой сердечка и Акрона. Со второй все понятно, победить Акрона на эпической сложности, а вот сердечко... Предполагаю, что надо было вызвать эту эмоцию, то есть покормить Натали вкусной едой, или кого-либо любимой едой. Да, есть любимая еда у всех персонажей, если вы не знали. В четвертой части все проще, потому что есть информация о вырезанных ачивках. Помимо стоковых PNG, было 2 ачивки, связанных с победой обеих мини-боссов на эпической сложности, которые были добавлены в обновлении 3.0. Еще было 3 медали, связанных с бесконечной битвой, видимо, по медальке на каждые несколько волн. До финала дошла только одна, за 30 волн. В 5-й части есть только одна неиспользованная ачивка, а именно поймать бога, что подразумевает поимку вулкана, либо бога-кота. 5-я часть это ребут франшизы. Да, это так, в этой части мы имеем альтернативную вселенную, где персонажи не знают друг друга и у них слегка отличается характер и лор. Было это сделано, потому что у 4-й части была логичная красивая концовка. И не о чем было рассказывать в том мире. Пришлось придумать новый. И обыграть это, что события прошлой части всего лишь игра на приставке главного героя. 2-й уровень. Пушистая лапа. Мэтт очень долго пробыл под кайфом, после чего уснул. И лежал так еще добрых пару суток. Внезапно к нему приходит его кот, без лап. Также методом телепортации. Что, без кот? Мяу-мяу, Мэтт. Да, это я. Ты... Где все? Мяу-мяу, богокошка, мяу-мяу, побеждена, мяу-мяу. Мяу-мяу, тебя искали, мяу-мяу времени. Ну, хорошо. Значит, нам пора кое-что предпринять самим. Мяу-мяу, это плохо, мяу-мяу, ждать Натали, мяу-мяу. Бравл Рояль. В начале видео я вскользь упомянул эту игру. Это длительная арена, где надо очень быстро нажимать на кнопку, чтобы жестоко убить соперника. В противном случае соперник жестоко убьет нас. Есть также локальный мультиплеер, где один игрок играет за Мэтта, а второй за кого-то типа Ланса, но с мечом. Враги у нас самые разные. Пройдусь по ним по порядку. Без лап, пирамидоголовый, который отсылает на Торнберри из Final Fantasy, красный маг из Final Fantasy, Йоко Литнер из аниме Тангендопа, темный маг из Final Fantasy, Лазарь, Гига Чад Робот, Натали, Канси из аниме FLCL и напоследок зомби Гоку из аниме Dragon Ball. Вот такая разношерстная банда, которую надо порезать на кусочки. Року. На раннем этапе творчества Мэтта часто можно было встретить, как ни странно, Сона Гоку. Виной тому его большая любовь к Dragon Ball и аниме в целом. Впервые Гоку можно увидеть в мультике от Мэтта под названием No Name, в котором происходит потасовка, в которой поочередно убивают наислабейших из присутствующих на экране. Категоричным чемпионом становится Какарот, который все убивает и землю в придачу. Второе его появление можно увидеть в другом мультике, а именно Final Fantasy Battle, в котором Мэтт и некий кот бьются с противниками в пошаговой битве. Все идет по плану до тех пор, пока не появится Гоку, который почти не восприимчив к урону. Он убивает кота и Мэтта, однако последней атакой Мэтту удается добить противника. Гоку умирает, но не до конца. За кадром он становится зомби и дерется с Мэттом в качестве последнего босса в Бравл Рояле. Также он последний босс в первой части франшизы, и судя по концовке, на этот раз он умер окончательно, а его смерть погрузила планету в радиационное облако, которое и породило всех существ и убило почти все человечество. Также Гоку можно увидеть в 5-й части как NPC. Он попросит 7 драгонболов для того, чтобы построить разрушенный дом? Нет, конечно, чтобы пожевать много золота. Это же Гоку, он такой. В коллекционном издании его имя заменили на Року, так как это АП. В то время как в 5-й части имя просто зацензурили звездочкой. Halcyon Falcon X. Старый и самый первый псевдоним Фирны.
Под его именем выходили, ну прямо совсем НН песни. Потом уже появилась Фирна, которая имела некоторый успех. Adventure Story. Еще одна игра Мэтта, которая косвенно отсылает на основную франшизу. Сюжет прост, как 2 копейки. Жили-были Натали и Мэтт, они любили друг друга. Увы, Ланса никто не любил, кроме ЦРУ, которые постоянно его искали. И поэтому он решил похитить Натали, а Мэтт пошел ее возвращать. Игра является простейшим платформером, где надо собирать монетки и открывать сундуки, а в качестве финишного флага поднимать спецлапы. Когда вышло стимовское издание всех старых игр, игру обновили. Добавили на каждую локацию один экстра сложный уровень с боссом в конце. Примерно по принципу усиленных боссов в 4-й части. Игра забавненькая и является самым длинным по прохождению сольным проектом Мэтта, помимо всех игр франшизы. Акрон. Акрон — это спящее божество из недр вулкана, которое появилось во времена формирования Земли. Его жизненная суть была обучать уму-разуму всех живых существ, но в какой-то момент что-то пошло не так, и он стал угрожать всей планете. По одной из версий он был создан богокотами, и он никогда не должен был обучать и помогать. Его цель была уничтожить человечество, которое узурпировало котов себе в рабство. Неизвестно заковали его в цепи и завязали глаза, оставив в вулкане спать навечно. По невнимательности наши герои разбудили Акрона, после чего он поглотил всю их мощь и своим воплем откинул их далеко-далеко. Вопль разразился на весь земной шар. Монстры пришли в бешенство и начали терроризировать людей. Водовороты били ключом, а вулкан начал извержение. Наши герои отправились возвращать былую мощь, заодно убив раз и навсегда неприятеля. Акрон встречается в 3-й части как последний босс, но о нем можно услышать тут и там на протяжении многих игр. Он также выступает боссом во 2-м Bullet Heaven, а также о нем говорят богокошки в 4-й части. Авиаудар сильный в 3-й части. У Ланса есть один очень сильный навык — авиаудар, который случайным образом призывает либо одну большую бомбу на одну цель, либо 3 маленьких на всех. При достижении 3-го уровня навыка он может призвать огромную бомбу, которая очень сильно атакует по всем врагам элемента взрыва. Беда в том, что в игре практически нету врагов с неуязвимостью к взрыву. И поэтому этот навык был overpower, АК OP, АК сломанная имба, полный отвал башки, момент короче. В 4-й части этот момент пофиксили, сейчас этот навык не такой поломанный. Року на эпической сложности. Первая эпическая битва фантазии была пробой пера для разработчика, поэтому тут и там встречались ошибки, особенно это касается баланса. В первой версии уже существовала эпическая сложность, и Року там был неимоверно сложный, и без должного везения буквально невозможный босс. Приходится верить людям с Reddit, но это правда очень суровый босс. Цензурированная атака глазастика. Oh my. А помнишь, как я тебя лапал? Match Dress Up. Самая первая игра Мэтта Розака, которая является переодевалкой робота. Тут особо не о чем рассказывать, потому что игру можно пройти за 5 секунд. Могу только добавить, что тут довольно много отсылок на поп-культуру. Селеби из покемонов и... Ну, короче, да, мне правда не о чем тут говорить. Идем дальше. Кек or Cringe with Lance. Мемное видео, в котором Ланс очень радикально разбирает мемы. По его субъективной оценке, вот этот мем кек, а вот этот кринж. Ну да, такие мемы он любит. Вот это мем, который бы понравился Лансу. Ачивка извращенца. Для того, чтобы открыть эту замечательную ачивку, нам надо нажать на грудь Натали несколько раз. Эта ачивка есть во всех частях, кроме первой. Я люблю дизайн Натали. Нет, дружище, ты не прав. Ты судишь девушку исключительно по внешнему виду, совершенно не думая о ее внутреннем мире, мыслях и переживаниях. Натали умная девушка. Не стоит ее судить исключительно по внешним характеристикам. И это правило уместно не только к Натали. Помни, друг, внешность — это не то, что делает человека хорошим или плохим. Ну а я пошел в зал 5-й раз за сегодня, после чего пойду спать в 8 часов и, выпивая чай с лимоном, побегу на 10 километров утренней пробежки. Удачи, друг! Игра котят. Не стоит обманывать себя таким безобидным названием. Эта игра является массовым геноцидом котов. Надо со временем перебить как можно больше. Да-да, это сделал любитель котов. Угу. A Friday Night to Behold. Фанатский мод по Friday Night Funkin', главную роль в котором играет глазастик из Epic Battle Fantasy. Мод на бит в 3, то есть 9 песен, что довольно круто. Мод неофициальный, созданный фанатом, но сделан он качественно, даже с сюжетами и анимациями красивыми. Play Expo.
Play Expo — это игровое событие, где люди со всего континента Америки могут прийти и поиграть в игры различных разработчиков прежде времени. Мэтт вышел в такую штуку с 5-й частью и вторым Bullet Heaven. Есть даже видео отсюда. Насколько успешно все прошло, я сказать не могу, но с 2019 года это не повторялось. Вдохновение Глазастика от ДНД. Глазастик — это легендарный мини-босс, который прошел длинный путь с 1-й по 5-ю часть. Его дизайн очень привлекательный, в чем можно убедиться, судя по любви фанатов к нему. Но вот откуда он появился, мало кто знает. А все оказалось очень просто. 3 буквы. ДНД. Там есть монстр с таким же названием и немного отличающимся дизайном. Снежок. Снежок — это финальный босс ключных миров из 5-й части. У него 10 тысяч хп и нету никаких уязвимостей в плане элементов. По началу битвы он будет думать, что мы с ним играем, но со временем он поймет наши истинные мотивы и придет в ужас. Вся битва с ним является большой отсылкой на Undertale. И дело даже не в антураже, во время битвы как бы диктор говорит нам, что происходит. Ровно так же, как в игре про Санса. К тому же его имя Fire — это Underlex. Без лап плюс, ну вы поняли. Проусин. Ютубер, который до сих пор снимает мемы по Epic Battle Fantasy. Это полный андеграунд, но это смешно. Потому что я люблю пупы и вырывание из контекста. I've not really been posting anything here except for random Кошачье кафе. Еще одна игра Мэтта, в которой, о боже мой, не надо убивать котов, о май гадабл. На этот раз нам надо обслуживать котов в кафе. Хотя кафе — это назвать язык не поворачивается. Ну, типа, нам надо давать газированные напитки за очень короткое время, и при этом не путаться. По-моему, самая ленивая игра Мэтта. Даже переодевалка поинтереснее будет. Идем дальше. Пасхалки на надгробиях. В 4-й и 5-й части есть кладбища с интересными персонажами на них. Давайте поговорим о всех мертвецах. В 4-й части есть могила Линку и Гоку. Да, это все. В 5-й части все поинтереснее. Отсылка на серию игр Golden Sun. Это такая адвенчура, где первые 2 игры вышли в 2001 и 2002 году, а 3-я в 2010, а 4-я до сих пор не вышла. Отсылка на Metroid, Metroidvania как Hollow Knight. Смотрите мой айсберг. Отсылка на Vivi, темного мага из Final Fantasy. Отсылка на Xenoblade Chronicles. Опять-таки пошаговый RPG. Отсылка на EA Sports. Неожиданно. Отсылка на Элла из Тетради Смерти. Отсылка на Star Fox и Nintendo. Отсылка на Игру Престолов. Похоронен Джоу Сноу. Отсылка на сиквел Fez, который не вышел из-за ада разработки. Отсылка на обзоры Epic Battle Fantasy от дефолта. А вот за это отдельное спасибо. Обновление боевой горы. Изначально 4-я часть была полностью бесплатная, и ее можно было пройти прямо в браузере, что делало ее одной из самых лучших игр на флеше в принципе. Но тут Мэтт смекнул, что можно заработать больше $, и он выпустил версию 2.0 в Steam, которая стоит шекели, и в которой добавлена необязательная локация ада, со всеми мобами, усиленными боссами и темными персонажами. На мой субъективный взгляд, такое дополнение не стоит того. Но кто я такой, чтобы идти на стрелку самому господину капитализму? И люди скупили все с полок. 2 года баланса 5-й части. Как бы это страшно не звучало, но действительно, микрообновления и бэкфиксы выходили на 5-ю часть целых 2 года. Киберпанк Момент, МБ. Скетчбук и книга монстров. Мэтт всегда любил рисовать и фантазировал над своими персонажами еще с раннего детства. И что самое удивительное, они до сих пор сохранились в электронном виде. Есть отдельный сайт со всеми наработками монстров. И во всех играх присутствуют скетчи персонажей, фонов и т.д. Очень милое зрелище. Можно найти на Newgrounds разработчика под милую музыку. Агрон — это город в Огайо. Да, есть такой город, и не ждите мем про Огайо. Я ненавижу эти мемы. Синий Кахедрон. Ютубер, который делает щит-посты по игре. И да, именно он автор ролика про выборку Ланса в юморе. Farget 343. Электронный музыкант, который очень сильно захотел представить себя фирной. Не в этом смысле. Он написал целый альбом в стилистике Epic Battle Fantasy и назвал его Imagine Soundtrack. Вымышленный саундтрек. Помимо этого, он создал кучу ремиксов на уже существующие мелодии. Некоторые песни прямо очень классные и неплохо бы легли. Ну, а чуваку огромный респект. Платье белого мага. Платье белого мага — это самый первый наряд Натали наряду с классическим красным платьем. Оно появилось в 1-й, 3-й и 4-х частях, после чего было изношено и выброшено. Факт в том, что спрайт из 1-й части немного отличается от последующих.
Видимо, автор айсберга долго разглядывал отличия. Это не я делал, не мой айсберг. Визитка Купа Геймс. Как-то раз Купа побывал в Лондоне и получил дофига визиток, после чего в шуточной форме создал свою собственную и дал фанатам возможность выбрать лучшую. Увы, многие фанаты подумали, что это взаправду. Как и вы подумали, что все пункты в этом айсберге это правда факты, а не просто шутки, которые придумываю по мере написания сценария. Ладно. О да, ну наконец-то, моя любимая часть, это же шип Анны и Ланса. Ура! Нац. Однажды фанат назвал Натали Нац. Это очень понравилось Купа Гамесу, после чего он решил это присвоить себе. И сейчас Мэтт тут и там называет Натали Нац. Уровень 3. Сладкая парочка. Откуда ни возьмись, появилась постоянная спутница Мэтта, Натали, которая уже несколько дней занималась поиском напарника. Стоит отметить, что она очень переживала за юношу и даже испытывала паническую атаку. Анна и Ланс заметили это. Ланс пытался успокоить, в то время как Анна была уверена в том, что он найдется. О боже, где это я? Неужто это ты, Мэтт? Мяу-мяу, он в отключке. Безлапик, ты тоже здесь? Мы вас так давно искали. Слава богу, слава богу. О, это ты, Натали. Я только пришел в себя. Видимо, таблетки бракованные. Какие таблетки? Что ты тут делал, пока меня не было? Мяу-мяу, котики, мяу-мяу. За тобой глаз да глаз. В смысле твой выбор? Ты как-то странно себя ведешь, как для агента Смита. Или мы все-таки не в Матрице? А как нам выбраться отсюда? Об этом вы подумали, мистер Альтернативная Вселенная? Так, это место похоже на глючное пространство. Видимо, Анна знала, что говорит. По идее, должна быть воронка, которая приведет нас домой. Но, по-моему, для начала надо найти саму Анну, когда она сюда попадет, если вдруг. Ну, тогда чего мы ждем? Айда домой. Мяу-мяу, а Ланс? Он мне никогда не нравился. Пошли уже. Нет! Он мой бро! Я его не брошу! Я буду здесь сидеть, пока судьба его не подкинет! Ах, мужчины, что с вас взять? EBF1 интро. В самой первой части не существует интро как такового. Как только вы входите в игру, то вас сразу освещает меню. Музыка там была из Final Fantasy 1, и вы ее, наверное, где-то слышали. Да, вот так нагло. В переиздании в Steam ее, конечно, заменили. Но да, в Epic Battle Fantasy есть Ост из Final Fantasy. Франшиза Темных Магов. Один из мультфильмов Мэтта на Флэше имел несколько частей, а именно Темные Маги. Я сейчас вкратце расскажу о сюжете. Это не для слабонервных, если вы таков или вы беременная не от меня женщина, перемотайте сюда. Итак, в первой части герои из первой части Final Fantasy, имя которых я не удосужился проверить и вообще все игры я не играл, встречают темных магов, которые не говорят на английском, и убивают наших героев один за другим. Но благодаря хилу и навыков ниндзя, наши побеждают. Вторая часть, о боже, похоже нарисована в Paint с Comic Sans. Но, тем не менее, сюжетом она не сильно выделяется. 3 челика против мага, где все убивают всех из-за своей тупости. Все настолько плохо, что было отдельно выпущенное специальное издание, где хронометраж длиннее в 2 раза. Но все еще более рандомно, прямо в духе флэш-мультиков того времени. В третьей части уже какая-то экспозиция появилась. Темные маги похитили главных героев, и благодаря вору они смогли спастись. Но если смотреть в полудреме, как я, то разницы особо не увидишь от второй части. Разве что крупные планы появились, как в аниме. А так все похоже, только чуточку качества лучше. Четвертая часть это очередной ремейк второй части, но тут графика стала на порядок лучше и детальнее. Это уже почти не стыдно смотреть. К тому же музыки прибавилось, как и крови. Но это уже условность жанра, это же все на Newgrounds лежит. Пятая часть делалась год, и она хорошо выглядит, это прямо не стыдно смотреть. Конечно, по сюжетной составляющей ничего не изменилось, но персы выглядят в стилистике Epic Battle. Белый маг это вылитая Натали, а красный маг похож на Мэтта. Посмотрев эти мультики, я понял, насколько же Epic Battle Fantasy, особенно в первых 3 частях, был похож на Final Fantasy. И насколько же франшиза выросла, став самостоятельной. Респект.
Еще забыл упомянуть, что это все было сделано, когда Мэтту, внимание, было 14 лет. Это просто шок. Код Морзе. В 5-й части есть 3 скрытых локации, где будут сектанты, которые охраняют те самые камни, которые защищают мир от бога-кошки в 4-й части. Так вот, они разговаривают на коде Морзе, и рядовому игроку непонятно, о чем они там баклачат. Я перевел. Ну, в общем, бессмысленное запугивание. А исходя из того, что сюжет 5-й части не касается 4-й никак, то, по всему видимому, у этих камней нету никакой сверхсилы. Во всяком случае, мы об этом не знаем. Bullet Heaven 3. У Bullet Heaven есть 2 неплохих игры. Вторая так вообще одна из самых знаменитых игр в этом жанре. Но должна была выйти 3-я часть. Но на данный момент ничего не вышло. Вышел лишь прототип, где доступно 20 уровней и 1 персонаж, без лап. Геймплей здесь довольно сильно отличается от предыдущих. Напомню, там вам надо было лишь уворачиваться от пули и задерживать ЛКМ, то есть буквально играть только мышкой, с парой усилений на клавиатуру, как специальный удар и ульта. Сейчас же вы спавнитесь на поле, где на мышь вы мансите, а на стрелочке вы выбираете, куда стрелять. То есть да, геймплей стал еще проще по своей механике, но никак не по своей сути. Особенно на базовых настройках. Там нам предлагают играть одной мышкой, и это дико неудобно. Демка была плохо воспринята, посему проект заморожен, и вряд ли когда-то выйдет. Assess. Assess — это сокращение от All Challenged Enabled Stars. Звездочки со всеми сложностями. В 5-й части, а позже в 4-й, помимо ачивок за прохождение тех или иных боссов на эпической сложности, появились звезды на них, которые появятся в случае прохождения со всеми челленджами. Короче, для мазохистов тема. В Steam из этого ничего не получите. У котов нет лап из-за гнева бога-кошки, вызванным под натиском дружбы с людьми. Факт говорит сам за себя. Если верить Анне, то раньше у котов были конечности, как собственно у бога-кошки. Но в качестве наказания все убрали. Отсылка на Библию, кстати. Опустошитель — это Мэтт Разак. Опустошитель — это финальный босс 5-й части, который ответственен за симуляцию этого мира, и который по сути является администратором всех игровых миров. Ему не нравится присутствие героев, потому что они постоянно веют хаос и не дают миру жить в гармонии, а это именно то, что он хотел с самого начала. Если убрать обезьянку с тарелками и подумать, можно понять, что это и есть создатель игры, а именно Мэтт собственной персоной. Немного клишировано, но в целом классно. Концовка 5-й части. В 5-й части есть 3 концовки: плохая, нейтральная и хорошая. Методы их получения довольно запутанные, поэтому слушайте в оба. У всех персонажей помимо Безлапа есть счетчик отношений друг с другом. Каждый раз, когда 2 персонажа сражались и победили, находясь оба на передовой, они получают 1 очко отношений. Для того, чтобы заключить наилучшие отношения, надо получить 3000 очков, но есть много способов сократить требуемое количество. За каждую ачивку снимается 6 из нужной суммы, максимум на 798. То есть до 2202. За получение ачивки прохождения финального босса на эпической сложности порог уменьшается на 5000, что гарантирует получение хорошей концовки. За каждого пойманного врага вы также снизите порог на 1. Чтобы проверить, как у вас все в плане отношений, вам надо подойти к барду из варп-зоны. Он скажет вам ту пару, которая хуже всех ладит. В чем же отличие концовок? Чем больше отношений завершено, тем лучше концовка. Если у вас команда не в ладах, то концовка плохая и аутро самая короткая. Если у вас хоть кто-то с кем-то дружит, то вы попали на нейтральную концовку. И у дружащей пары будет отдельная сцена после титров. Если же всех со всеми свести, то вы увидите все сцены после титров и полностью пройдете игру. 2 дополнительных трека из 3-й части. В официальном саундтреке к 3-й части в Steam можно найти 2 песни, которые нигде не играли. Первая очень похожа на тему из Снежной долины, только побыстрее и немного другим битом. Вторая звучит пафосно и победоносно, словно должна была играть при завершении игры. Но, к сожалению, эти песни никуда не попали. Тестовые битвы для подписчиков Конгергейта. В сайте, то есть в известном кладбище флеш-игр Конгергейт, существует платная подписка с доп-контентом от разработчиков на их усмотрение. Так вот, были тестовые битвы, в которые можно было поиграть лишь там.
Думаю, очевидно, что сейчас в них не поиграешь, а мои $30 мне дорогие, чтобы проверять. Аккаунт Мэтта в MapleStory. MapleStory — это забытая говноигра в жанре MMORPG, в которой у Мэтта был свой аккаунт. Известно, что Мэтту нравилась эта игра. Да так, что у него были арты с его главным героем оттуда. Чуваку было 14 лет, поэтому не осуждаем. У него же не было Шарарана, согласитесь. Конкурсы на врагов. Перед выходом 4 части и 5 части были конкурсы на самых красивых и интересных врагов, сделанных фанатами. 8 врагов из 4 части были сделаны фанатами. В 5 части все зеркала, павшие рыцари, куклу Вуду и ползуны были сделаны фанатами. И их скетчи вошли в игру. Некоторые концепты были почти добавлены в игру, но немного не вписались. Они на ваших экранах. Рождество Белого Мага. Имеется в виду белые маги с Final Fantasy, то есть прототип Натали. В 2009 году юный Мэтт решил выложить в Newgrounds рождественскую открытку с Натали. Ну что могу сказать? Я не знаю, что сказать. С Новым годом! Характер Ланса сильно изменился. В первых 4 частях характер Ланса сильно упрощен. Он является мизантропом, который неуклюж в обществе, а также у него было тяжелое детство. Он также обижен, что Мэтт сильнее его, ему не нравится природа и нравится только Натали. В 5 же части он перестает быть клишированным злодеем, и он появляется с лучшей стороны. Ланс был одним из первых, кто заметил угрозу космических монолитов, и начал изучать один, который появился восточнее от Зеленой деревни. Он пробовал предупредить других об угрозе, но из-за скверного характера его никто не воспринял всерьез. По итогу он решил создать огромную армию роботов, для того, чтобы самолично справиться с угрозой монолитов. Он очень серьезно к этому подошел и рассчитывал на возможную кончину человечества. Или же он просто извращенец ради своего же блага запер девушек в клетках. После победы над ним от рук главных героев он поднимает белый флаг и присоединяется к ним в качестве странствующего пленника. Со временем он осознает, что его подход был неправильным. Извиняясь перед Анной и Натали, от Мэтта и Безлапа он отмахнулся ехидностью. В общем, да, здесь у него немного другие ценности, и он более расчетлив, в отличие от первых частей, где он просто зло ради захвата человечества. Shy Guy Mask. Западный ютубер, который снимает различные челленджи в неочевидных играх. В особенности он любит флэш-игры и инди, ну прям как я. У него есть пару роликов по Epic Battle Fantasy, что довольно сильно популяризировало игру. Он настолько захайпил, что даже разраб ему ответил под комментами. Не когда-нибудь я достигну такого же, верно ведь? Румиля. Художник, который нарисовал много артов по Epic Battle Fantasy. Не когда-нибудь я достигну такого же, верно ведь? Сложность мазохиста. Видимо, вторая часть показалась разрабу слишком простой, даже на эпической сложности. И поэтому в переиздании добавили сложности мазохиста. В меню у нас входит Epic Plus, враги наносят на 60% больше урона. Epic Plus, враги наносят на 80% больше урона. И Epic HD Max RTX 4090 666, враги наносят на 100% больше урона. Складывается впечатление, что автор садист. Зачем это добавлять? Карточка полого рыцаря. В 5 части были добавлены карточки, коллекционные предметы, которые повышают тот или иной параметр на низкий процент. Большинство находится в секретных местах, как, например, карточка полого солдатика. Думаю, не надо объяснять, на что это отсылка, объяснил я уже в своем старом ролике. Посмотрите там. NPC Maker. Помимо различных конкурсов на монстров и выборку фан-артов, перед выходом всех игр, начиная с 3 части, были так называемые создатели NPC. Вы можете менять тело, голову и все, что хотите. Как обычно и случается, вопрос, зачем остался открытым. Но вот это мой челик. Я художник, если что. Спрятанные аркады. В версии 2.0 в 5 части появилось много секретных комнат с игровыми автоматами, где вы сможете сразиться с уникальными и очень жестокими врагами из мира аркад. Они все очень разные, и рассказывать о всех не вижу смысла. Суть в том, что это максимизированные статы во всех смыслах. После победы над всеми автоматами в комнате Мэтта откроется марафон всех пиксельных чудиков. Это, по-моему, самое сложное испытание в игре. Так что я вам не поверю, что вы это прошли на эпической сложности ни в коем случае. Мобильный порт второй части. На данный момент на мобилке портированы первая часть, 4, 5, Кафе Котов и переодевалка робота. Второй и третьей части нет, но я почти точно помню, что раньше Мэтт работал над портом второй части. Была даже шкала на его сайте, но, увы, теперь я это никак не проверю, и, возможно, это просто искажение памяти.
Однако, судя по тому, что первую часть купили чуть больше 1000 раз, прока от этого не то чтобы очень много. Уровень 4, забытый изгой. Боже, как сложно это озвучивать, сейчас сдохну. Во время отсутствия Мэтта и Безлапа, Ланс не на шутку подумывал об отношениях с Натали. Конкурентов больше нет. И, как ему казалось, это взаимно. Натали же была полярного мнения и испытывала много стресса посему. В момент пропажи Натали Ланс сильно приуныл, да так что впервые заплакал за последние 10 лет жизни. Последний раз был после ухода отца из жизни. Анна пыталась как-то помочь Лансу, но все тщетно. Ланс понял, что надо жить дальше, и углубился в историю, а после в немецкий язык, дабы хоть как-то забыть о любимой. Но тут он телепортируется. О май год, моя борьба мне в папку, где я? Почему я как будто попал в Гачо Лайф с озвучкой школьника? О боже, я еще не могу найти свою фляжку, ну зашибись. Погоди, а кто это там? О, Ланс, братан, как же я рад тебя видеть. Как ты там? Цел еще? Натали! Я так рад тебя видеть! Мяу-мяу, сантименты. Мэтт, спасай! Спасай? Ладно, это просто скромность. Поговорим наедине как-то потом, хорошо? Ничего обещать не могу. Так, раз Ланс вернулся, можно и попытаться найти выход. Это место похоже на место в пространственно-временной трещине. Я думаю, мы можем отсюда выбраться, это не так сложно. Странно, что вы это не сделали до сих пор. Мы ждали тебя, бро. Я, Натали и, конечно же, Великий Безлап. Мяу-мяу, фейки. Натали? То есть, спасибо вам. Для того, чтобы выйти, надо будет отыскать побольше пикселизированной жидкости, преимущественно темно-фиолетового цвета, после чего облейте любую стену. Тадам, у нас портал. Ого, а ты там времени зря не терял. Если это, конечно, не бред сумасшедшего. Да, спасибо. Ребят, я вижу в ближайших 10 километрах лужи из чего-то фиолетового. Пошли туда. Мяу-мяу, как я помогу, мяу-мяу? НСВВ кнопка. В тесте анимации персонажа есть одна очень хихидненькая кнопочка. Угадайте, что она делает с 2 раз. Вот прям подумай про себя, что она могла бы сделать. Вот так, как в Даша путешественница, вот подумай. Фу, что за... Какая мерзость. Она включает и выключает пышность груди Натали, как и в конечной игре. А то, что ты об этом подумал, это очень сомнительно, знаешь чего? Оригинальная анимация седьмого неба. Седьмое небо — это ульта Натали, а именно то, из-за чего ты оглядываешься на дверь, чтобы родители не спалили, во что ты играешь. Сейчас мы имеем вот это. Но перед релизом была другая версия, нарисованная Ронжа, или Ронья, не понял, которая сильно отличается. Седьмое небо во второй части основано на аниме. Пока мы далеко не отошли от темы, надо упомянуть, что в 3 предыдущих частях анимация была более няшной и простой, а именно вот так. Оно являлось прямой отсылкой на старое аниме Super Dimension Fortress Macross, где одна из героинь делает такой же жест руками во время песни. Музыка Фирна в других играх. Очевидно, Фирна не остановилась на одном Epic Battle Fantasy. Ее музыку вы также можете услышать в Bullet Heaven. А еще в таких играх, как Grand Aliens, Nothing to Hide, Twins of Duality и еще много всего, чего я не нашел в открытом доступе. Обои в файлах игры. Во всех частях помимо третьей существуют встроенные обои для рабочего стола, которые скрыты в файлах игры. По-моему, это довольно инновационно и заслуживает внимания. Все обои перед вашим экраном. Глючные боссы в 4 и 5 части. В 4 части есть секретный босс глюк. Так можно не быть. В 5 части. В обоих войди. Всем привет. Глазастики и пожиратель тот же вид. Если судить по внешности, то можно со смелостью сказать, что глазастики и пожиратель очень похожи. Большой глаз по центру, щупальца, даже атаки в некоторой степени.
Когда я проходил впервые, я подумал, что есть только один босс. Просто в конце он предстает перед нами усиленной версией. Мы можем понять, что большой гвоздястик это не просто мутант, а целый отдельный вид. Потому что в третьей части его можно многократно увидеть, чего не скажешь про пожирателя. Ну а вот имеют ли они общего родственника, понять не дано. Examining the food culture in Epic Battle Fantasy V. Скажем так, очень интересное видео, где чувак подробно разбирает всю еду в игре и оценивает, чем питаются NPC. Уникальный контент? Космический монолит можно призывать. Речь идет о предфинальном боссе из 5 части. В классическом прохождении у него будет красная клеточка возле имени, что не позволит его поймать. Однако в новой игре Плюс вы сможете это сделать. Гигалит имеет силу 600 и призывается за 166 очков. Он будет стрелять множеством сквозных выстрелов и гарантированно нанесет эффект ожога. Но это еще не все. То же правило распространяется на пожирателя. Он будет стоить 250, а его сила будет 9999. А сделает он страшно. Разрежет планету пополам, после чего умрут все, и враги, и вы. По-моему, как-то не слишком дружелюбно, не находите? Заблокированный сундук. Порт 5 части на мобильные устройства был довольно успешен, но был один сундучок, до которого было не добраться. Я не до конца понял, что это за сундук, но он был за мамонтом. После это решили, немного изменив карту. Ну а вот если бы Мэнни не решил там вставать, то все было бы козырно. Анна и Богокошка в Bullet Heaven. Не знаю, почему этот факт так глубоко, но это так. Первое появление Анны и Богокошки было далеко не в 4 части, а в Bullet Heaven 2. Правда, Анна появлялась еще раньше в качестве торговца во 2 части. Но было одно очень крайне мало заметное отличие. Кто понял, тот понял. А поняли все. Мэтт извращенец, имхо. Отсылки на Йоко Литнер. Йоко Литнер это ГГ из одного подросткового аниме. Вы ее, наверное, где-то видели хотя бы однажды. Так вот, если вы проходили Epic Battle Fantasy, то вы ее точно где-то видели. Во-первых, она появлялась в Бравл Рояле как антагонист, где мы ее жестоко того самого прикончили. Во-вторых, она появлялась в 3 части в качестве NPC, где в качестве награды давала свое платье, которое появлялось в дальнейшем. И опять же отсылает нас на Йоко Литнер. Также есть заколка с черепом, которая все так же отсылает нас к аниме-тянке. Темные герои это ожившие трупы. Я об этом никогда не задумывался, но звучит логично. Это объясняет их паршивый вид, особенно Ланса, а также их молчаливость. В втором случае, слава богу, что без лап не умер. Почему же? Игровая условность? Нет, просто у кошек 9 жизней, все продумано. Красный маг. Я уже упомянул его, когда описывал блокбастер «Темная магия». Но в отличие от остальных героев, оттуда он прошел дальше. Он появлялся в Бравл Рояле как один из боссов и во 2 части в качестве торговца. Больше он не появлялся, а пошел дальше тусить в бесконечных японских фантазиях. Раши. В 4 части присутствует много длинных боев. Бой со всеми врагами, всеми мини-боссами, всеми боссами и всеми темными игроками. Добраться до них можно, победив темных игроков, ну а победить их задачка не из простых. За их прохождение вы будете получать брелоки, которые будут существенно бафать тот или иной стат. А победив вообще всех, вы сможете зажечь все факелы и получить одно из самых сильных оружий в игре, а именно меч. Некоторые предметы, диалоги и имена зацензурены. Дело в авторском праве. Знаете ли, Сон Гоку был придуман далеко не Мэттом, а отсылки делать все равно хочется, ну и приходится ставить звездочки туда. Однако в первых частях такого нет. Кому не посрать, думал юный Мэтт, но сейчас Nintendo, например, точно не посрать. Through the Fire and Flames. Во всех частях без исключения присутствует навык тяжелый металл, который бьет по врагам тяжелым металлом и хилит наших героев. Изначально мелодия была такая. И называлась Through the Fire and Flames. Но ее убрали из-за того, что это была мелодия группы Dragon Force. Начиная со стимовской версии 3 части, мелодия называется Through the Storm. Малоизвестного исполнителя Live Exceed. По всему видимому, был договорняк на использование песни. Но, как по мне, обе кал из-за говна рока. Ладно, шучу, они крутые, не бейте, пожалуйста, фанаты рок-н-ролла. Источники звуков. Большая часть звуков во всех играх Epic Battle Fantasy была взята с интернетов. А именно с Free Sound Effects, SoundJ, Universal Game Sound Effects и SoundSnap.
К сожалению, пруфов у меня нет, как и времени искать среди миллионов звуков. Зато я нашел источник звуков для видео. Ура! 5 уровень. Единственная дома. После того, как Ланс пропал, Анна осталась одна и не понимала, что делать. Она верила, что в чем-то провинилась перед Богом и винила себя за никчемность перед миром. Не понимаю, что происходит. Что-то таинственное. Помню, Ланс говорил что-то про континуум, но я ничего не помню. Эх, странно, что я хочу к ним. А вдруг они мертвы? А что нас вообще связывает? Нет, они, конечно, крутые ребята, но мы были знакомы буквально пару дней. Зато какие были эти дни? Но нет, судьба ставит меня перед фактом, что это все не имело смысла. И сейчас я обязана вести себя как пред встречей с ними. Это, наверное, Богокошка виновата во всем. А не ушла я из-за того, что поклонялась ей. Надо было быть как Ланс и не верить во всю эту чепуху. Странно, что я его идеализирую. Как же все быстро меняется. Еще вчера я его терпеть не могла. А теперь надо строить тотему и помогать по деревне. Зато я в живых. Голый патч. Непонятно, в шутку ли это или правда, но 8 апреля 2015 года Мэтт опубликовал в своем твиттере просьбу задонатить ему на Патреоне, чтобы он сделал нюд патч, то есть обновление с обнаженкой на 4-ю часть. Видимо, его запрос на это был слишком дорогой, потому что такого не выходило. Либо же это шутка на 8 апреля, день сброса зимней шубки. Золотые монетки — это шоколадки. Забавный достоверный факт. В 4-й части в описании ачивки «Миллионер» написано, что надо собрать, внимание, 1 000 000 шоколадных монет. Да, я сам не ожидал, что в ачивке «Миллионер» нужен будет 1 000 000 монет, но шоколадные монетки — это тоже находка. Название в App Store. 5-я часть — это единственная игра, которую добавили в App Store. И, как назло, с ней возникли проблемы, а именно с названием. Дело в том, что название EBF уже занято неким приложением для контактов, и повторное использование может нарушить авторское право. Поэтому и название было изменено на полное Epic Battle Fantasy 5. И чтобы не придрались, еще добавили RPG. Больше он игру туда не добавлял. Без лап был добавлен допыток. В первой части есть описание без лапа, где он присутствовал в качестве врага. Оттуда выясняется, что он был создан на уроке географии, и его задумка была в том, чтобы, цитата, «постоянно подвергаться пыткам. Это будет смешно». Больной ублюдок этот Мэтт Розак. Благо, со временем он поменял свою точку зрения. Копье созидания и посох разрушения. В бестиарии, в статьях обеих версий Бога Кошек, существует нулевой шанс выпадения копья созидания и посоха нарушения. Соответственно, их никак не получить. В файлах игры прописано, что это даже не оружие, а предметы на продажу. Однако у них также присутствуют полноценные арты. Копье по итогу стало вдохновением для убийцы великанов из 5-й части. Упоминание в блоге Rowing. Rowing — это никому неизвестный блог 2 студентов про сексуализацию женщин в видеоиграх. Какого-то черта Натали туда попала, где ее яро критиковали за излишнюю сексуализацию, дабы привлечь гунеров в игру. Не знаю, конечно, это можно притянуть, но, как по мне, это в первую очередь шутка, к чему нас отсылает ачивка извращения и множество упоминаний в диалогах. К тому же, допустим, природа наделила ее таким телом. Что ей сейчас? Стесняться этого? Ее выбор, в конце концов. Пока этот ролик не превратился в твиттерскую войну, предлагаю идти дальше. Цензура крови. В версии 5-й части на телефон существует цензура крови. Для того, чтобы не сокращать количество игроков рейтингов 16+. Также в китайской версии, а такая есть, существует цензура скелетов. Видимо, по каким-то культурным соображениям. По китайской древней традиции стоит с большим почтением относиться к костям усопших, ибо там хранятся остатки души, а в настоящий момент показ костей и крови в китайских медиа запрещен на законодательном уровне. Отмена 4-й части. Однажды Мэтт на своем DeviantArt опубликовал тревожную новость. 4-я часть, возможно, отменяется. Все дело в том, что он купил лицензионный Майнкрафт и теперь в нем завис. Кликбейт 10 из 10. Фанфики. Без комментариев. Бэкграунд Натали. Когда Ланс спрашивает Натали, почему она путешествует с ними, она рассказывает душещипательную историю про один инцидент. Однажды она написала фанфик про ее преподавателя, что нечаянно заметили.
Натали больше не смогла смотреть в глаза своим одноклассникам, после чего сбежала с учебного заведения. Однако у нее есть надежда возобновить учебу после их путешествия. Это, кстати, не я придумал, это правда. Платформер Engine. Мини-игры во второй части называются Платформер, Платформер 1 и Платформер Engine. Странное название, не правда ли? Дело в том, что они послужили заодно испытанием мода платформера, который в дальнейшем пошел на Adventure Story. Крик Годзиллы. Зомби Гидра — это повторяющийся босс во всех сериях помимо первой, который представляет из себя дракона-скелета с дегенерацией голов. У него есть рев, который делает те или иные эффекты, но мало кто знает, что в первом появлении ее рев был взят у Годзиллы. Сравните. Адское пламя. Адское пламя — это разблокируемый скилл огня для Мэтта, Анны и Натали, который вызывает эффект гнева у врагов, который означает повышенный урон от них. Этот навык присутствует в третьей части и в четвертой части, но он присутствует и в пятой в засекреченном виде. Призыв пламенного призрака активирует то самое старое умение, которое не потеряло своей мощи. 6 уровень, последние слова. После часов поисков фиолетовых частиц, наши герои смогли получить достаточно, чтобы туда могло пройти тело человека и кота. Куда же они попадут? Итак, на счет 3 мы прыгаем в эту лужу, ясно? Божечки, мне страшно, а вдруг это нас убьет? В таком случае Анна нас найдет и даст кофе, либо же ученый Четвертого Рейха. Так или иначе, мы должны прыгнуть. Я думал, он знает, о чем он говорит. Потому что вроде он ученый там, все дела. Давайте в случае, если это наша кончина, то проговорим последние слова. Я так в фигбуке видела. Где? О боже, стоило сразу понять. Неважно. Вы были отличной командой. Вы всегда меня защищали, когда я вас лечила. И я не могла себе пожелать друзей лучше. Даже ты, Ланс. Может быть, ты козел, но в глубине души ты хороший человек. И в случае, если мы выживем, то я бы хотела узнать тебя поближе. Это так неожиданно. Натали, ты тоже была замечательной спутницей все это время. Я тебя очень сильно ценю как человека, как хиллера и как женщину в целом. Ау, я здесь стою. Ладно, и вам удачи. Я понимаю, что это все троллинг, и тут правды нет. В смысле троллинг? Ты ничего не понимаешь в троллинге. Я 10 лет сидел на форчане в категории слэшер. Я знаю, что это правда. Хватит нюни пускать, прыгаем уже. В смысле, мяу-мяу. Незацензуренный спрайт седьмого неба. Существует шанс в 1%, что при использовании седьмого неба Натали будет полностью голой с зацензуренными квадратиками. Может это произойти только в случае, если включено декольте и вы победили босса с котами. Ходят слухи, что в файлах игры кроется незацензуренная версия, но я вам ее не покажу. Без лап с лапами. Вы никогда не задумывались, как бы выглядел без лап, будь у него конечности? Так вот, есть официальный ответ. Взгляните на этого красавца. Он придет ко всем, кто не поставил лайк до этого момента. Муха-ха-ха-ха. Амми. Изначально никакой Анны в четвертой части не планировалось. Должна была появиться брюнетка Амми, которая бы атаковала копьем. Но в какой-то момент Мэтт решил, что зеленоволосая лучше подойдет для этой роли. От Амми осталось только имя, гендер, оружие и цвет волос. Ни одного арта нет. Безлап разговаривает. Во всех играх Безлап только единожды разговаривает человеческим языком. А именно в битве с Глюком, где он через него говорит с командой. А именно: Ты там, за экраном компьютера. Перестань играть в Epic Bundle Fantasy 5 и выйди на улицу. Пора отдыхать, я здесь сам разберусь. О, Безлап заботится о нас, как мило. Свастону Ланса во второй части. Это так, максимально не поддерживаю, осуждаю. Коикатсу модель мета. Как я понял, Коикатсу — это популярная аниме-игра про школьниц, которая находится в школе. Не суть. Почему-то на мета существует аниме-персонаж в стилистике игры. Но вот загвоздка, он женщина. Идем дальше. Глюк со шлемом Гензи. В третьей части существует странный баг, который никто не заметил, помимо меня, создателя Айсберга и Энлаос Элмао, который это сфоткал. Если в третьей части надеть на Мэтта или Ланса шлем Гензи, то у них попадает шея.
Спанч Боб и бобы из Fall Guys момент. Оригинальный дизайн злых игроков. На самом деле они почти не изменили с концепт-арта, но лица раньше были человечнее и в целом менее детализированными они были. Но, самое главное, что котик остался таким же милым. Это самое главное. Секретный босс баттл. Сядьте, ведь сейчас вы упадете. Это самый шокирующий факт, я не шучу. В сеть слили концепт-арт разработчиков в виде боссов. Вау! Это не я рисовал, честно, это правда. Вот пруф, вот все доказательства. 7 уровень. Попаданцы. Наши герои попали в мир, который на первый взгляд был их домом. Но в дальнейшем они поняли, что творится тут что-то неладное. Она странно себя ведет. Не находите? Эх, дом, милый дом! Ланс, ты гений! Спасибо, я, наверное, пойду использовать оружие на беззащитных кустах, пока Анны здесь нет. Я тебе помогу в этом. Анюшенька, ты здесь, как я по тебе соскучилась. Дай обниму. Ответь, женщина. Я тебя не знаю и знать не хочу. Дела... Хватит придуриваться. Я знаю, что с юмором у тебя плохо все, и ты сама это знаешь. Я на тебя вот-вот тетиву натяну. Не позвать стража природы? Мне кажется, я понял. Мы попали в мир, где нас нет, а существует лишь Анна. Мяу-мяу, где она? Мяу-мяу. Видимо, мы ее уже больше никогда не увидим. Не может такого быть! Явно есть же способ. Нет, Анны больше не будет. Что вы несете, идиоты? Я пошла домой. Вы меня пугаете. Боже, праворадикальные. Радуйтесь хотя бы тому, что вы живы, придурки. Мяу-мяу, неправильно. Armor Games попросили Мэтта добавить оригинальную музыку. Armor Games — это одна из крупнейших площадок для размещения флеш-игр. И по неизвестной причине они предъявили именно Мэтту добавить собственную музыку, несмотря на то, что было множество флеш-игр с украденной музыкой. Почему и зачем, остается неизвестным. Зато, если бы не замечание от спонсора, Мэтт бы никогда не познакомился с Фирной. 6-я часть в разработке. По официальным источникам нет. Но давайте окунемся в конспирацию и причину думать, что это может произойти. В одном из стримов Мэтт говорил, что если появится 6-й персонаж, то он будет использовать копья, как собственно и планировалось на 4-ю часть. Мэтт говорил, что не выпустит игру в ближайшие 10 лет, но время скоротечное и скоро 10 лет пройдут. Мэтт сейчас работает над игрой про поиск котов, где будут персонажи из серии Epic Battle Fantasy, что указывает на то, что он никак не может отпустить этих героев, ибо они ему дороги. К тому же он раз примерно в год выпускает обновления на старую часть и различно портирует игры, что указывает на заинтересованность. Помимо этого прошло 6 лет с последней игры, а игра про котов может оказаться очень маленькой и промежуточной. Мол, на самом деле он секретно работает над 6-й частью, и мы все удивимся после ее анонса. Но, конечно же, это все очень маловероятно, это скорее домыслы фанатов. Не стройте ложные надежды, друзья. Темный Ланс с полным черепом на видео Проусин. На канале Проусин есть видео с замедленным вариантом песни с непроизносимым названием. Но интересно не это, а то, что на протяжении видео мы можем наблюдать темного Ланса с оголенным черепом, чего нигде не найти помимо этого видео. Также странно то, что он смотрит вправо, словно он на месте обычного Ланса. Судя по всему, он был где-то закопан в файлах игры, но его удалили, а сейчас он есть только на этом видео. Мэтт и Ланс в НАЦ-форме. Насчет того, что Ланса можно увидеть во второй части в форме СС, мы уже давно поняли и успели обсосать. Но а знали ли вы, что форму нациста также носит... Опа! Что? У меня тоже есть... Гитлер. Вырезанная катсцена в стимовской версии. Стимовская и флешевская версии третьей части самые малость отличаются. В целом это скорее багфиксы и цензура плагиата. Но есть еще один крупный вырезанный момент. А именно, одна из пляжных сцен, где Натали бьет Мэтта мячиком по макушке, а Безлап на заднем плане плывет на Норвеле. Хвост циклопа. У первого босса из 5-й части есть хвост, который виляет туда-сюда. Очень ехидные фанаты уточнили, хвост ли это, на что Мэтт неуверенно сказал, что у циклопов есть хвосты. Наверное. Какой кошмар! Зачем? Вот зачем? 8-й уровень. Объяснение всего. Ребят, кажется, нашел еще один портал. Может быть, так мы вернемся по-настоящему домой.
Ради Анны я готова на все. Мяу-мяу, не надо. Я первый! Подожди меня! Мяу, не надо. Безлапик, пойдем с нами. Что ты тупишь? Мяу-мяу. Наши герои попали далеко не домой, а в глючное место, где игровой код решался между несколькими языками программирования. К сожалению, весь их организм покрылся красной глючной массой. Им ничего не осталось, кроме того, как умирать в мучении, в то время как Безлап их оплакивал, ибо он единственный учил неладное. Со временем Безлап сам решил прыгнуть в эту кроличью нору, скорее из безысходности. Анна из реального мира скорбила порядка месяца, после чего забыла наших героев и начала жить самой обычной скучной жизнью, без приключений, без познания нового и без драк с боссами. Ну а я пойду, пожалуй, в дотку, иначе потеряю сознание. Спасибо, что слушали, с вами был я, Бестолочь, а.к.а. Диктор, которому по губе поводили за его тяжкий труд, you know? Всем спасибо. Что это за бред? Я опять вышел на плохую концовку? Да что такое? Ладно, на этот раз все учту и пройду по-хорошему. Лол, а почему в титрах написано ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был я, Дефолт, до скорой встречи. Потому что так надо. Неходячая реклама! Так, всем привет, я Верт. Да пошел в задницу! Лучше? Супер. Опять тебе придется вырезать. Персонаж Ланс на все 100% отображает мои действующие политические взгляды. Еще Юби, захуй. ебало. Еще вчера Мяу-мяу. В смысле мяу-мяу? Откуда ни возьмись, появилась постоянная спутница Мэтт. Кат. Ты сказал откуда не возьмись, а не откуда не возьмись. Да я не буду это читать, это грамматическая ошибка. Это грамматическая ошибка? Это ошибка, нельзя так говорить.